Добрый день, уважаемые подписчики и не подписчики, которые желательно, чтобы стали подписчиками канала Little by Little. Меня зовут Родион, и мы сегодня продолжаем заполнять плейлист про артикли. Если вы пропустили предыдущие два видео, а я думаю, что вы их пропустили, потому что просмотров там так мало, что обязательно они требуют особого внимания. Потому что мы с вами решаем сложный, на самом деле, очень насущный вопрос. Как правильно научиться понимать артикли, чтобы потом ими грамотно пользоваться. И сегодня третья видеовая серия. Первую мы посмотрели именную группу, что это такое, как она существует, поняли ее. Это очень было важно, потому что артикли появляются перед именной группой, чтобы ее определить. Во втором видео мы посмотрели про слова детермайнеры, слова определители, в которые входят как раз артикли, и поняли, что артикли могут быть заменены другими детермайнерами. Не всегда, но часто это срабатывает, и в следующих и дальнейших видео мы будем это более практически смотреть и изучать. А сегодня мы говорим конкретно уже об артиклях, мы не уходим в сторону ничего, нас интересует только артикль, и мы хотим понять сегодня логику выбора. Поэтому я надеюсь, вам это будет полезно, и вы обязательно скажете в комментариях, что вам все это понравилось. Итак, поехали. Значит, у нас основной принцип выбора артикля заключается в том, что вы используете артикли, чтобы головой синхронизироваться со своим собеседником, синхронизироваться относительно понимания каких-то объектов. То есть, допустим, вы знаете про какой-то объект и о нем пытаетесь рассказать, а ваш собеседник о нем не знает. И вы должны как бы показать, вот я сейчас упоминаю этот объект впервые, и ты его еще не знаешь. Но сейчас потом ты узнаешь, и когда я в следующий раз буду о нем упоминать, я буду говорить о том самом объекте, который я уже упоминал. Вот такой вот принцип. Поэтому, в первую очередь, когда мы пытаемся поставить какой-то артикль, нам нужно задать вопрос. Знает ли наш собеседник то, о чем мы говорим? Давайте я это запишу. Собственно, наш вопрос. И как вы, наверное, уже понимаете, этот вопрос может быть два ответа. Либо он знает, либо он не знает. Давайте это прям и напишем, потому что дальше от этой логики будет идти уже следующие наши мысли. Итак, если он знает и если он не знает, мы должны это решить за собеседника. Да? То есть мы должны ему дать понять, ты в курсе того, чего я хочу сказать, или ты не в курсе того, о чем я хочу сказать. Вот это вот важно. Если наш собеседник знает, то получается, мы говорим о чем-то определенном. То есть наша группа, о которой мы говорим, да, она уже как-то определена. И в связи с этим мы определяем это через артикль the. Потому что наша именная группа, она понятна. То, о чем мы говорим, мы уже поняли. То есть все, the. Это будет прекрасно, если мы это сделаем так. Сложности возникают на этапе, когда мы этого не знаем. Да? То есть, если у нас ответ нет, то у нас дальше идет два, скажем, варианта нашего мышления. В первом варианте мы будем нет, мы же ставим артикли перед существительными, да, или перед именными группами, так правильно сказать. Поэтому наше существительное в именной группе, оно может быть исчисляемым, либо неисчисляемым. Давайте это прямо запишем. По поводу понимания вообще исчисляемых и неисчисляемых, это, наверное, отдельная тема, она достаточно сложная, потому что многие существительные, они перетекают из исчисляемых в неисчисляемые в зависимости от того, как мы их понимаем. И порой это вызывает затруднения. Да? То есть есть некоторые слова, которые были неисчисляемы, потом становятся исчисляемыми, потому что понимание контекста этих слов, оно изменилось. Но мы об этом тоже поговорим в рамках этого курса. Кстати, подпишитесь, чтобы не пропустить следующие видео. Обязательно подпишитесь. Итак, поехали. Значит, если у нас исчисляемое, да, то какая наша дальше логика? Логика наша будет состоять, опять же, из двух частей, потому что исчисляемые, они бывают у нас единственного числа, и они бывают множественного числа. И от этого тоже мы будем топать. Ну, давайте, теперь мы можем уже вот здесь тоже стрелочку нарисуем и до конца все разобрать. Если мы говорим, что попытаемся сказать о том, что собеседник у нас не знает, эту штуку можно посчитать, и она в единственном числе, да, то в этом случае мы приходим к тому, что мы используем артикль либо n. То есть вот это первое упоминание. Ну, a мы используем, да, когда мы говорим, ставим перед согласным звуком n, когда перед гласным звуком. Не про это видео, я думаю, об этом вы посмотрите на других каналах, где это все объясняют. Ну, мы, конечно же, об этом тоже поговорим, просто здесь у нас сегодня другая немножко тема. А если мы говорим про исчисляемое, которое у нас во множественном числе, и наш собеседник об этом ничего вообще не знает,
то здесь у нас будет получаться нулевой артикль. То есть это тот самый суслик, который как бы есть, но на самом деле его не видно. Видишь суслика? Нет. И я не вижу. А он есть. Что касается неисчисляемого существительного, о котором собеседник не знает тоже, и мы хотим об этом ему сказать, то тоже ставить здесь ничего не будет, у нас будет пустое место. То есть вот такая вот идея выбора артиклей на этом этапе. Но вы скажете, окей, в теории это все классно. Кстати, картинки вы можете найти в ссылке под описанием, либо подпишитесь на телеграм-канал, там выходят обновления по поводу новых видео, чтобы их не пропускать. И там же есть ссылки на сайт, где тоже эти картинки хранятся. На сайте little.by заходите. Там, кстати, можно записаться на занятия, если вы вообще захотите. Со мной. Вот. Да, поехали дальше. Значит, что у нас есть? У нас есть вот эта схема. Давайте попробуем теперь немножко как-то это практически применить. Потому что в теории-то это все более-менее понятно. А теория, наверное, может вызывать некоторые затруднения, а не хотелось бы. Поэтому мы немножко, наверное, сейчас уменьшимся и залезем вот так вот. Так, если вам не видно, то не знаю, посмотрите, скачайте картинку на сайте, посмотрите с нее, а я продолжу вам объяснять. И давайте, в общем, поговорим о том, что как это вообще происходит в контексте. Давайте представим, что у нас есть два человека. Я буду рисовать, с вашего позволения. Художник, я сразу вам скажу, я не очень хороший. Поэтому картинки у меня получаются так себе. Итак, значит, у нас есть два человека, скажем, они встретились впервые, познакомились только что, и только что друг о друге узнали. То есть они, скажем так, мало знакомы и не знают о сферах жизни друг друга. То есть, грубо говоря, давайте попробуем это так тоже понимать, их контексты, они не пересекаются. Вот это, допустим, контекст их жизни. Контекст жизни вот этого товарища и контекст жизни вот этого товарища. Да, у них нет никакого пересечения. Они друг о друге ничего не знают. Для нас это здесь важная информация. И, собственно, они решили такие поговорить. В лифте они стоят и решили поговорить. И, разговор всегда начинается, на самом деле, сложно с чего-то. Давайте, кстати, побольше их сделаем. Разговор начинается сложно, поэтому им нужно как-то найти такую общую тему, которую все понимают. А что все любят, о чем все любят говорить? Все любят говорить о котиках. Вот они решили про котиков поговорить. И вот этот первый товарищ такой говорит: знаешь, друг, я люблю котиков. Да, и вот он начинает первое упоминание. Он говорит: я люблю котиков. И котики для нас это множественное число. Он говорит здесь о котиках в целом. Да, получается, если мы посмотрим нашу схему, знает ли собеседник, о чем мы говорим? Конечно же, он знает. И мы можем сказать: я люблю тех самых котиков, поставив артикль the. Но тут возникают некоторые нюансы. Он же говорит про котиков всех в целом в мире. Да? Это не какая-то группа котиков, о которой знает этот товарищ второй. Поэтому получается, что это котики, скажем, такой в большой широкой абстракции. И они что-то вроде становятся некого рода такого неисчисляемой штукой, которую посчитать нельзя. То есть котики, в нашем случае, в первом упоминании их разговора, они не будут иметь никакого артикля, потому что непонятно каких котиков. Котики все в целом, они неисчисляемые. Поэтому в этом случае котики у нас артикля никакого перед собой иметь не будут. Значит, он говорит: я люблю котиков и недавно решил завести себе котика. Тут у нас будет один котик. И вот этот второй котик, который здесь у нас вырос из котиков, он уже будет иметь артикль потому что это первое упоминание котика, он ему наносит. Ты об этом котике ничего не знаешь. Наши же с тобой контексты, они не пересекаются. То есть ты об этом котике ничего не знаешь, но я тебе сейчас о нем расскажу. И начинает, собственно, о нем рассказывать. И вот этот мой котик, второе упоминание уже его котика одного, да, будет уже the котик. Потому что почему? Мы знаем, что наш товарищ, да, знает об этом котике уже, и мы дальше ему об этом говорим. Потому что если мы начнем опять говорить про котика через то как будто это еще один котик появляется, второй котик, потому что так не говорим, правильно? Поэтому the котик. И дальше он начинает ему описывать, что этот котик, the котик, он такой замечательный и прекрасный котик, что прям вообще лапочка и классный, самый лучший котик на свете. И, в общем, он его очень любит. А второй такой говорит: товарищ, знаешь, я вот недавно тоже решил завести себе котика. И раз он говорит о котике своем впервые, то это будет котик, некий котик, да, первое упоминание. И говорит: но вообще, в целом, я котиков, дальше он идет и говорит про уже котиков, я их не люблю. Я их не люблю, потому что, мне они как-то непонятны, я не понимаю. Котики эти, они
себе на уме. Сегодня одно, завтра другое. И, в общем, не мое это. Это у меня девушка решила завести. Но котиков в целом я не люблю. Не мои животные. Я собак люблю. И в этом случае он тоже ничего не будет использовать, потому что он говорит про котиков в целом. Это, скажем, не какая-то группа котиков, а опять нечто такое обобщенное, абстрактное. Ставить здесь ничего не будет. И дальше говорит, в общем, так или иначе, я себе этого котика, которого завел, он опять возвращается на своего котика, того самого котика, за котика уже будет, да? Тем не менее, он неплохой котик, он такой прикольный, интересный котик. И вот у меня там девушка, жена его решила завести, и вот мы этого котика любим. Но, говорит, когда я был маленький, у меня был тоже котик. И тут он опять становится экотик. Потому что тот самый котик, новый котик, который был в прошлом, не этот котик за котик, который он упомянул в предыдущем своем предложении, а уже новый котик. И говорит, был классный у меня котик такой. Котик прям был похож на собаку. И тот самый экотик, это новый котик, да, он уже теперь становится за котиком. И тот самый за котик, он настолько был классный, как собака, все понимал, все вообще делал, как мячик приносил, в тапки не ходил, в общем, прям шикарное животное было. Вот. И вот он так происходит дальше вот такое общение. И теперь они уже имеют общее, у них в их контекстах появилось что-то общее, котики их объединили, и теперь каждый знает, что у каждого есть по котику. И те самые котики, о которых они знают, и при следующей встрече они начнут про них общаться, они уже будут за котиками, потому что про них это известно. Но можно предположить, что есть более сложные вещи. Не все как бы у нас про котиков. Давайте предположим, что два наших товарища решили поговорить по поводу чего-то неисчисляемого. Ну, например, про природу. Давайте попробуем поговорить про природу. Значит, этот такой первый говорит, знаешь, я люблю природу. И природа, вспоминаем, да, что у нас природа, мы не знаем, он говорит в целом, опять же, это такая природа в общем понятии, это что-то обобщенное, мы не можем посчитать, конечно, мы о ней все знаем, но посчитать мы не можем, потому что это нечто такое глобальное, природа в целом. Он говорит, вот люблю природу, и вот люблю гулять, ходить на природу, в этом случае ставить мы, конечно, ничего не будет. И второй ему тоже будет говорить, знаешь, я тоже люблю природу, и в этом случае он тоже не будет ставить артикль, потому что природа это нечто, опять же, общее, то, что посчитать нельзя в глобальном значении. Все, здесь у нас понятно. В следующий раз, когда они будут опять упоминать это, тоже ставить они ничего не будут, потому что это опять же нечто, что-то такое глобальное. Природу посчитать нельзя, хоть бы они все знаем, но ту самую природу, о которой мы говорили раньше, мы как бы странно нам это будет упоминать. Да? Но тут есть один нюанс. Давайте попробуем с другой стороны зайти. Допустим, это природа, у нас есть некая проблема. Давайте вот возьмем у нас проблему. И второй говорит, знаешь, у меня есть проблема. И у моей проблемы есть некая причина ее происхождения. Да? То есть у нас получается проблема. И проблема, она в себе содержит некоторые факторы, некоторые дополнительные составляющие. То есть проблема имеет свое происхождение. Происхождение же мы можем сказать природа тоже. Природа как бы проблема. Вполне себе нормально. И то есть вот эта проблема начинает содержать в себе понятие тоже природа. И теперь природа вот эта и природа вот эта, они не то же самое. Вот эта природа, которая находится в рамках проблемы, она становится у нас тем, что мы можем посчитать. При этом оно становится настолько тем, что мы можем посчитать, что оно становится the природа. Потому что у любой проблемы есть, скажем, одно рождение. Да, у вас же одно день рождения, вы один раз родились и вы себе живете. Собственно, и у проблемы с природой то же самое. Проблема появилась из-за своей какой-то сути происхождения природы. То есть в этом случае это будет уже the. Опять же, да, у нас выходит природа немножко по-разному выглядит. Где-то она у нас неисчисляемая, с чем мы артикль будем употреблять в каких-то особых случаях, да, либо природа, которая поменяла немножко свое контекстуальное значение и теперь становится уже the природа, потому что это, скажем, принадлежит конкретно вот этой локальной темой проблемы. Да, то есть природа в глобальном смысле, природа в локальном смысле. Разные вещи. Так что вот так. Я знаю, здесь могло быть немножко сложно, немножко где-то могло вас что-то подзапутать, но в целом, я думаю, общий принцип вы должны начать понимать. То есть давайте еще раз пробежимся по всем основным сегодняшним деталям нашего урока. Основной принцип артикля заключается в том, что вы должны донести до собеседника то, что вы ему хотите сказать, ему известно вашему собеседнику, либо неизвестно.
Если ему известно, и вы говорите об одном и том же, то вы используете артикль the, это как бы вас синхронизирует. Если это неизвестно, то вы уже начинаете думать, это у вас исчисляемое, либо это неисчисляемое. Если это исчисляемое единственного числа, то используем an. Да, если это множественного числа, то у нас нулевой артикль будет идти. Если это неисчисляемое, то будет идти тоже нулевой артикль. Так вы это решаете. Да, в голове это сложно, потому как нам это не свойственно в русском языке, поэтому тут, конечно, оперативной памяти требуется много, и это все с опытом приходит. Нам главное не забывать, не забивать, а тренировать это. Ну и дальше, вторая важная часть, да, мы когда говорим про разные варианты понимания подхода к существительным, то есть когда они могут быть исчисляемыми, когда могут быть неисчисляемыми, это тоже меняется. То есть в глобальном смысле какое-то у вас неисчисляемое, вообще многие существительные могут перерасти в неисчисляемое. Там, допустим, понятие школа. Школа может быть как институтом, да, какая-то институт не в плане института, да, в плане общественного института. В этом случае школа это одно. Но также школа может быть как здание. Это уже другое, это что-то более локальное. И эти две вещи, они отличаются. И что вы имеете в виду, то вы и должны показать, определить при помощи артикля. То есть иногда это может быть чем-то глобальным, и тогда мы говорим про неисчисляемое. Иногда это может чем-то быть локальным, и тогда оно переходит в категорию исчисляемого и начинает уже как-то прорабатываться. Вот так. Я, в общем, надеюсь, вам это было полезно. Понятно? Если что-то непонятно, пишите в комментариях. Я запишу какое-нибудь еще новое видео по этому, и мы побольше об этом поговорим, я вам расскажу. В следующих видео мы будем уже более практически подходить к выбору артикля. Это у нас 3 видео, все теория до теории. Мы же должны научиться это в английском применять, а не в русском. В русском надо понять, а в английском применять. Вот, поэтому не забудьте подписаться на канал, поставить всему этому видео все, что необходимо, лайки, подписки, колокольчики-то нажать, все, что нужно. Комментарии напишите, заходите на сайт by, подписывайтесь на телеграм-канал, в котором будут постоянные оповещения, а потом, если там наберется достаточное количество народу, я, конечно, займусь телеграмом, пока лень, вот, потому что там 30 человек на сегодняшний день, вот давайте, будет 50 человек, я буду каждый день выкладывать какую-нибудь интересную штуку, подписывайтесь. А мы увидимся с вами в следующем видео, пока.